Белое кимчи из белокочанной капусты. Очень давно все спрашивали про кимчи с белокочанной капустой. И сегодня мы приготовим, но не острое, а белое кимчи. Нам потребуется белокочанная капуста 1,5 килограмма с учетом уже вырезанной кочерышки. Нам нужно разрезать капусту напополам и извлечь из нее сердцевину, кочерышку. И затем, соответственно, нам нужно капусту нарезать. Я делаю это вот таким вот образом, нарезая сначала одну половину кочана вот на такие вот части. Вы можете нарезать удобным вам способом, уже когда несколько раз приготовите, поймете, насколько большие куски будут для вас лично удобнее. И затем уже каждую половинку я разрезаю на 3 части, получаю куски такого размера. Затем уже после маринования капуста, она, соответственно, уменьшится в размере, поэтому куски будут достаточно удобными, чтобы их сервировать и, соответственно, есть. После того, как мы нарезали капусту, нам нужно ее промыть. У меня не поместилось всего в 1 тазик, буду мыть в 2. Промываем капусту 2 раза в холодной воде. Затем закладываем в какую-нибудь объемную посуду, в которой будем засаливать и перемешивать. Мне опять-таки пришлось положить пока что в 2 тазика. И сначала мы закладываем сахар на весь объем капусты 4 столовые ложки. И также добавляем соль, тоже 4 столовые ложки на весь объем капусты. Все это мы хорошо перемешиваем, делаем это аккуратно, чтобы не поломать листья, и достаточно долго, где-то 2-3 минуты, чтобы все хорошо перемешалось. У меня опять-таки есть такой 2 тазик, про него не забываю, тоже перемешиваю. Если какие-то куски достаточно объемные, помогите разъединить их руками. И оставляем все это на 40 минут. Где-то через 20 минут, когда капуста уже размякнет и уменьшится в размере, вы ее еще раз перемешайте, чтобы все то, что было внизу, у вас перешло наверх. И я также соединила 2 прежде тазика вместе. Теперь дальше, пока у нас есть еще время, мы подготавливаем овощи. Нам потребуется 1 сладкая груша, 1 луковица и редис от 150 до 200 грамм. Можно использовать красный редис, можно дайкон-редьку. Это, в принципе, не важно. И мы нарезаем все овощи именно такими кусками, какие будет удобно перемалывать в вашем блендере. И затем все эти овощи можно перемолоть либо по отдельности, либо сразу вместе. И затем уже заложить их, то есть все вместе перемешать. И получаем такую массу. Затем 10 стручков зеленого лука. Если у них белые кончики достаточно толстые, то мы их вот таким вот образом надрезаем напополам. И сам зеленый лук нарезаем кусками приблизительно длиной в 3 сантиметра. 3 зеленых перца чили нам также потребуется. Мы нарезаем их кольцами такой средней толщины. И также 2 красных перца чили нарезаем точно так же. Теперь нам нужно сделать базу для маринада, для кимчи. Нам потребуется мука обычная, пшеничная или же рисовая. Мука 3 столовые ложки и вода в объеме 500 мл. Мы это все заливаем в какую-нибудь кастрюльку для кипячения, размешиваем, разбивая все комочки и варим на медленном огне, все время помешивая, не доводя до кипения, а доводя до вот такой вот консистенции типа киселя или жидкой сгущенки, и полностью остужаем полученную массу. Далее нам потребуется мешочек из натуральной ткани, можно марлевый, из марли, например, и мы туда заливаем в этот мешочек экстракт от сливы. Если же его нет, то его можно заменить на грушу, как это сделала я, и закладываем прежде подготовленную перемолотую смесь. Также в остывшую базу кимчи мы добавляем имбирный порошок 2 столовые ложки. Я добавила имбирный порошок, потому что не смогла купить свежий имбирь, так что можно просто перемолоть имбирь и сразу заложить его в мешочек. И вот эту остывшую массу, которую мы прежде сделали из муки и воды, мы тоже туда закладываем в мешочек.
Также молотый чеснок в объеме 3 столовых ложек мы закладываем в мешочек. Теперь мы должны будем всю вот эту массу, как бы так правильно выразиться, вымыть ее, то есть извлечь из нее все ее вкусовые и полезные качества. Делаем мы это с помощью самого сока, массы и с помощью воды. Мы заливаем порционно в мешочек воду и вот таким вот образом, надавливая на него, прессуя, мы вымываем все то, что я перечислила прежде. В общей сложности для промывания содержимого мешочка у меня ушло 1,5 литра воды. То есть это та пропорция воды, которую нужно для этого использовать. Если воды слишком много, ее куда-нибудь временно отливайте. И когда уже всю воду используете, постарайтесь выжать из того, что есть в мешочке, все возможные там соки. Все остальное, что останется, мы выбрасываем. Полученную же воду всю от промывания мешочка я заливаю в какую-нибудь объемную посуду, потому как буду добавлять еще воду, а именно 1,5 литра воды. Я добавляю воду от промывания мешочка, и в общей сложности получается 3 литра воды. И уже в эту конечную водяную массу я добавляю соль в объеме 4 столовых ложек и хорошо ее размешиваю, полностью растворяю. Теперь мы уже капусту, которая за это время уменьшилась в размере и размякла, не промывая в воде, мы сразу закладываем ее в контейнер, в котором собираемся ее хранить. Контейнер должен быть объемным с учетом того, что мы будем заливать туда воду еще. Сверху мы кладем прежде нарезанный зеленый лук и подготовленные перцы чили. И уже сверху заливаем заготовленную водяную заправку. Это блюдо, оно очень-очень свежее. Это вообще-то летнее блюдо, и вот эта водяная часть также важна, как и вся остальная составляющая. Ее подают вместе с основным кимчи и пьют. 1-2 дня мы держим вне холодильника эту массу, затем храним в холодильнике. Есть можно уже через 7 дней. Хранить в общем можно где-то от 4 до 6 месяцев в контейнере в холодильнике. Выход срока годности определяется сильно кислым вкусом продукта. Лайкайте, подписывайтесь, приятного аппетита!